Сегодня я расскажу об очень красивом и непритязательном в уходе цветке, который украсит сад в течение всего сезона. Этот эффектный многолетник полюбился многим садоводам за свою стойкость, декоративный вид и яркое длительное цветение. Такое неприхотливое растение вполне подойдет для создания малоуходных цветников и рабаток. Называется армерия. В природе существует много интересных сортов армерии, которые произрастают на побережьях Средиземноморья, в Восточной Европе, горной местности Америки, в Монголии, а также в Сибири. Армерию ценят не только за ее красивое цветение и компактные размеры. Она отличается простотой в уходе, стойким характером и полезными качествами, о которых мало кто знает. В зависимости от вида и сортовых характеристик, кустики этого травянистого многолетника могут вырастать от 15 до 60 см в высоту. Обычно это компактные и подушковидные растения, которые разрастаются плотными куртинами. Густые розетки армерии собраны из узкой удлиненной листвы сизо-зеленой окраски. Они красиво выглядят даже в то время, когда не цветут. Многие виды способны с годами наращивать эффектные, вечно зеленые покрытия, которые не только украсят вашу территорию, но и избавят вас от прорастания сорняков. Я уверена, что многие зрители уже имеют в своей коллекции это эффектное растение. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом выращивания армерии. Отдельное спасибо всем за ваши лайки, добрые советы и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Среди низкорослых видов очень интересна армерия дернистая или можжевелолистная. Свое название она получила за счет короткой игольчатой листвы, напоминающей заросли можжевельника. Размер куртин достигает 20 см в диаметре и не более 15 см в высоту. В период цветения они покрываются множеством красивых соцветий, из-за которых порой не видно даже листвы. Со стороны это выглядит как яркие подушки из красных, розовых или лиловых цветочных головок. Зацветает этот вид в июле и радует своим цветением около 2 месяцев. Армерия дернистая хорошо зимует в средней полосе, но она не терпит замокания, особенно в холодный период. Именно из-за повышенной влажности почвы ранней весной среди этой армерии могут быть серьезные выпады. Поэтому кустики не стоит высаживать в низинах, а грунт должен быть хорошо дренированным. Зато это растение отличается высокой засухоустойчивостью. Большой популярностью среди садоводов пользуется армерия приморская. Это компактные растения около 20 см высотой и такого же диаметра. Данный вид выносит жару, временную засуху и морозы. Может расти даже на песчаной и каменистой почве. Очень устойчив к болезням и вредителям. Зацветает красивыми круглыми соцветиями розово-лилового цвета, примерно в мае. Цветет долго, не менее 70 дней. А если вовремя удалять ее цветшие цветоносы, кустики повторно зацветут осенью. Такие растения отлично подходят для создания малоуходных клумб. Армерию часто используют для оформления альпийских горок, переднего плана цветников и плотных бордюров. К тому же ее посадки декоративно выглядят весь сезон за счет своих пышных, вечно зеленых розеток. Есть сорта не только с розовыми и белыми цветами. Очень красивые армерии с ярко-красными, шарообразными соцветиями, как, например, сорт «Красная планета». К красочным видам относится армерия прекрасная. Ее обильное цветение заканчивается аж в октябре. Соцветия составляют в диаметре около 5 см и эффектно контрастируют с густой зеленью, возвышаясь на тонких, прочных цветоносах. Цветки бывают розовые, белые или красные. Данные растения ценятся не только своим длительным и ярким цветением. Их можно выращивать даже в каменистых садах и в контейнерах. Лучше всего для армерии подбирать открытые солнечные участки. Если вам необходимо создать красивый густой ковер из армерии, высаживайте кустики на близком расстоянии, примерно 15-20 см друг от друга. Эта красивая цветочная культура порадует вас не только своим высокодекоративным видом цветов и вечно зеленой листвы, но и простотой в уходе. Армерия сможет расти даже на скудных грунтах.
Этот цветок отлично подходит для каменистых садиков, альпийских горок и ракариев, а также составления низкорослых цветочных композиций. Подобрав правильное сочетание из разных видов и сортов этого многолетника, можно вырастить шикарные цветники. Армерия хорошо сочетается со многими декоративно-лиственными и цветочными культурами. Однако она предпочитает рыхлый, дренированный грунт со слабокислой реакцией и не переносит щелочные составы. Для посадки выбирайте солнечные участки без застоя влаги. В почву можно добавить немного аммиачной селитры, кислого торфа и песка. При посадке следите, чтобы листва растений не была погружена в землю. Дистанцию между кустиками рассчитывайте в зависимости от размера вида и сорта. Обычно она составляет 20-30 см. Низкорослые и компактные виды можно высаживать плотнее. Уход за армерией крайне прост. С ней вполне справятся даже начинающие садоводы. Перед цветением не лишним будет внести под кустики минеральные удобрения. Также имейте в виду, что в тени этим цветам не место. Армерия покажет свое обильное цветение именно на солнечных клумбах. К тому же, если срезать отцветшие цветоносы, можно этот период продлить, а некоторые виды станут повторно цвести даже осенью. Опытные садоводы рекомендуют взрослые куртины делить. Это относится к растениям более 5 лет. Таким простым методом вы не только омолодите, но и размножите свою армерию. Этот многолетник также хорошо размножается семенами. Но стоит иметь в виду, что сеянцы зацветут только на 2-й год. Обычно этот семенной метод редко используют, так как данная культура способна давать свой самосев. Гораздо проще размножить кустики обычным делением. Тем более, что вам все равно потребуется в течение нескольких лет периодически прореживать куртины армерии. Деленки отделяют с частью корней. Делают это весной или осенью, но только тогда, когда кустики не цветут. Также растения можно размножить летним черенкованием. Отдельно хочу сказать о пользе армерии, о которой мало кто знает. Этот многолетник обладает редким качеством поглощать из грунта и воздуха пыль и вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы. Посадки этого многолетника со временем очищают территории, устраняя последствия технологических катастроф и снижая уровень загрязнения окружающей среды. Армерия – это не только красивое, но и простое в уходе растение, которое украсит ваш сад в течение всего сезона. Она эффектно задекорирует альпийские горки, каменистые сады и клумбы. Ее яркие вечнозеленые куртины отлично выделяются на фоне камней. С помощью армерии можно создать контрастные пятна в цветнике. Очаровательные плотные куртины армерии будут удачно сочетаться со многими цветами и другими почвопокровными культурами. Все, что ей потребуется, это достаточное солнце, редкий умеренный полив и слабокислая рыхлая почва. Если же вы кустики еще и пару раз подкормите, например, перед цветением и летом, то они порадуют вас более обильным и продолжительным цветением. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.